Человек Айсмен, ледяной человек, у которого 26 законных рекордов в книге Гиннесса. Всего 10 минут вы и ваша семья, и ваши близкие друзья будут обезопасены. Итак, в этой технике 4 вещи есть. Первое, что есть? Проработка дыхательной системы, особенно периферических отделов легких. Периферические отделы легких нужно тренировать, говорю медленно, потому что мы не дышим на полный объем легких всегда. Вентилируются вот эти дистальные отделы легких, которые под ребрами, один раз на 50 где-то вдохов, на 40 на 50. И то не у всех, не все это делают. Потому специально в этой технике мы будем учиться вентилировать периферические отделы легких. Это раз. Номер два. В этой технике вместе со мной и вместе с ее автором, я о нем скажу дальше, вы будете уметь мобилизировать весь свой иммунитет, который есть. И особенно я рекомендую это делать утром. Особенно утром. Потому что утром иммунитет самый сильный. И его надо взять и мобилизировать. Мобилизируйте, чтобы он отработал все грязные места, все закрома родины вашего тела, так сказать, всю грязь вынес и был в самой высокой своей пиковой силе. Третье, что позволяет эта техника. Эта техника позволяет мега активно, еще раз говорю, мега активно, мега мощно справиться с понятием стресс. Я проверил это на разных аудиториях. В общем, с полтыка, с полоборота сразу все понимают, что стресс куда-то уходит. Почему, я объясню. Потому что адреналин и кортизол, которые есть в вашем организме, если вы не управляете стрессом, адреналин и кортизол начинают развивать гипертонию, диабет, нарушение сна, психозы, неврозы, рак, инфаркт, инсульт, Паркинсон, Альцгеймер и все остальное. И если адреналин и кортизол, ну я два условно известных называю гормона стресса, если вы эти гормоны стресса направляете не туда, если они у вас, то они развивают кучу болезней современности. Техника, которую мы сейчас с вами практикуем, мы будем практиковать прямо в прямом эфире, она позволяет адреналин и кортизол запустить другой, хорошей дорогой на благо тела. Потому что адреналин и кортизол это хорошие гормоны стресса, которые нужны, например, мышцам. И мы скажем, как это делать. И четвертая особенность этой техники в том, что в этой технике есть некая пауза, я сейчас покажу, когда вы можете закрыть глаза и в великолепном состоянии сфокусироваться на нужном, вытряхнуть из себя ненужное, медитировать, молиться, исповедовать места священного писания, если вы знаете, как это делать. Я, например, делаю именно так. Я исповедую места священного писания о здоровье, о благополучии, себя, родных, близких, а еще каких-то задачах. То есть я вот эту паузу, я покажу про эту паузу, я в эту паузу занимаюсь своим мозгом. То есть я как бы выстраиваю хорошую стратегию жизни в будущем, что очень важно в периоды пандемии, которая есть. И ее волна вторая наступила. Итак, сейчас о технике. Техника имеет авторство. Автор, который собрал ее воедино, упаковал, взял из лучшего. Он изучил полмира всего. Этот автор, он родом из Нидерландов. Зовут его Вим Хоф. Человек Айсмен, ледяной человек, у которого 26 законных рекордов книги Гиннесса. 26. Его изучили в Оксфорде, сейчас изучают в Гарварде медики.
Официальная наука его разбирает по косточкам, что он придумал. Про автора, про его методику в одном из первых комментариев я дам ссылки на оригинальные публикации. Сейчас я расскажу, из чего состоит эта техника. В его технике, конечно, есть 3 рубрики, мы будем говорить про первую и чуть-чуть про вторую. Итак, первая рубрика касается как раз дыхания. Касается дыхания и легочной системы, и стресса, и иммунитета. В чем ее секрет? Или из чего она состоит? Эта методика господина Вима Хофа состоит из 30, можно делать 30-45 где-то, 30-40 форсированных вдохов. Форсированные вдохи через открытый рот и нос. Форсированный вдох должен состоять из 3 частей. То есть сначала вы должны научиться медленно вдыхать животом, в живот только. Это первая часть вдоха. Вторая часть вдоха, средняя часть грудной клетки. Первая живот, грудная клетка. И третья часть верхняя, надплечье. Отдельно показано, надплечье. Это дополнительная вентиляция в легких, которая обычно не работает, не включается у людей. Она не работает, потому что периферические отделы легких не нужны нам постоянно. Они как бы в сонном состоянии, и мы их не вентилируем. Потому там у нетренирующих себя людей заводятся пневмонии. Бывает. Итак, 3 части. Нижняя, средняя и верхняя. Вместе, быстро, это будет форсированный вдох. Например, так. Сразу после нескольких таких форсированных вдохов может закружиться голова от пересыщения кислородом. Такая быстрая техника, еще раз говорю, она существует в разных вариациях, вы, может, что-то слышали и т.д. Пока отключитесь, послушайте то, что предлагает Вим Хоф. Быстрые форсированные вдохи помогают перенасытить весь организм и ткани кислородом, что дает возможность сдвинуть pH в щелочную сторону, то есть повысить окислительно-восстановительный потенциал во всем организме, во всех миллиардах триллионах клеток наших, у нас где-то от 2 до 7 триллионов клеток, и им нужен кислород. Пока мы делаем все эти 30 вдохов, первое, защелачивается организм. Защелачивается кислородом организм. Что дает возможность улучшить обмен веществ. Б. Выводить токсины и шлаки. В. Свести на ноль, на минимум, на ноль, риск образования рака, онкологии. Онкология развивается только в кислой среде, потому когда вы защелачиваете свой организм, онкологии риск сводится на нет. Это вообще бонус. Это не основное, про что я хочу говорить. Итак, мы загоняем кислород раз. И во время форсированных вдохов активно разогреваются межреберные мышцы. Межреберные. От форсированного, собственно, вдоха. Разогреваются мышцы. Они же, разогретые мышцы, улучшают кровоток в периферических отделах легких. Все, что нужно во время форсированных вдохов, уберечь себя от головокружения и падения. Потому сначала автор рекомендует, и я рекомендую эту технику выполнять в положении лежа. Я ее сейчас выполняю в положении позы турецкой, то есть сидя с ногами подтянутыми под туловище, опираясь руками на колени на свои, мне так удобнее, мне так лежа я не могу так мощно вдыхать. Вот вдыхать сидя лучше. Абсолютно нельзя эту технику делать за рулем,
абсолютно нельзя эту технику делать в воде, в бассейне, там, когда вы плывете, нельзя. Потому что может закружиться голова, и вы можете потерять сознание, чего не нужно. Дальше еще какая особенность, прежде чем мы с вами придем к демонстрации уже. У людей, которые имеют хронические проблемы, воспалительные, сосудистые проблемы, могут эти хронические проблемы обостряться. Потому, если вы такой человек, у которого много болезней или тяжелая болезнь, начинайте эту технику вместе со мной делать, но не так мощно. Вот если я дышу очень мощно, то вы дышите примерно так. Начните просто 40% выполнять или 30% мощности. И потом, по мере того, как вы понимаете свой организм, вы можете наращивать эту мощность. Итак, 30 форсированных вдохов. Выдох должен быть пассивным. После вдоха пассивный выдох. Не до конца. После пассивного выдоха в легких остается воздух. Когда мы заканчиваем 30-й выдох, я продемонстрирую это рукой, наступает пауза. Вот та самая пауза, когда у вас максимально мощно насытился организм кислородом, pH сдвинулась в щелочную сторону, разрываются случайные связи в головном мозге, которые вот фонят, там мысли роятся, вы не можете сосредоточиться, вы просто сразу видите, как мозгу хорошо. Эту методику лучше делать с закрытыми глазами, вы так получите максимальный эффект для головного мозга. Потому что когда вы будете смотреть и расфокусироваться, то мозгу будет сложнее для себя пожить, так сказать, в это время. Потому что он будет работать на глаза. Но с закрытыми глазами эту технику выполнять лучше. Итак, наступает пауза после 30-го выдоха. Вдох, выдох. Пауза. В этой паузе я закрываю глаза. Максимально расслабляюсь. И молюсь, фокусируюсь, медитирую. Как вы назовете для себя, как вам понятно. Я молюсь о чем-то. Я перед дыханием выбираю, о чем я буду молиться. Вот я сейчас буду молиться о благословении нашей работы в YouTube. Мы начинаем вторую волну работы в YouTube, или даже третью волну нашей работы в YouTube в Университете ресурсной медицины. Готовимся к этому, профессионально обучаемся, и вот мы начинаем. И я буду молиться о благословении. Если вы хотите, чтобы наша работа в YouTube развивалась хорошо, то подписывайтесь на наши каналы, пишите комментарии, делитесь, приглашайте друзей сюда. И вы поможете нам развиваться и делать больше добра для людей. Это я. Вы выберете для себя, о чем будете медитировать. Когда мы сидим вместе с вами, вы можете сидеть не так долго, как я. Хотя я где-то в среднем сейчас буду сидеть 40 секунд, 1 минуту. Недолго. Без воздуха. Без вдоха. Выдох, вдох, последний выдох, пауза. В этой паузе я молюсь и медитирую, и фокусированно, акцентированно молюсь о чем-то своем. Через 40 секунд, 1 минуту, мне начинает хотеться вдохнуть. Вместо вдоха я начинаю выдыхать. Это принципиально важно. И это самая крутая, мощная финальная фаза. После паузы не дышать, где мы не дышим, я начинаю выдыхать. Мне захотелось вдыхать. В момент, когда захотелось вдыхать, начинают выделяться адреналин и кортизон, который мне говорит: Саня, дыши. И я вместо вдоха начинаю выдыхать. Остаток воздуха. Медленно. Выдыхаю в целом я секунд 20 или 40. Во время выдыхания в конце паузы, очень настоятельно рекомендую. Об этом, кстати, пишется только в книге, на которую ссылку я дам в первом комментарии, о Виме Хофе. В обычным ютубовским трансляциях он об этом не делится.
во время выдыхания нужно для адреналина и кортизола начинать зажимать, то есть сделать сокращение мышц, начиная снизу и до самого верха. Стопы, голени, бедра, промежность, пресс, живот, спина, грудная клетка, плечи, руки, шея. И здесь в конце у вас уже воздуха нет вообще в легких. Абсолютно без воздуха в конце. После того, когда мы весь адреналин и весь кортизол загнали в мышцы правильной дорогой. В конце без воздуха расслабляемся. И только после расслабления делаем контрольный мощный вдох. И задерживаем дыхание еще на 20-40 секунд. Что происходит? Когда мы держим паузу без вдоха, и потом довыдыхаем и отжимаем весь адреналин и кортизол через мышцы, в организме максимально нарастает насыщение углекислотой. И все ткани в углекислоте, СО2, кричат: дайте кислорода, дайте кислорода. Миллиарды клеток кричат: дайте кислорода, а то мы сейчас умрем. И тут ты делаешь мощный вдох, и туда кислород заходит. И в тканях начинается огонь. Огонь. Сгорает весь хлам, быстро мобилизируется обмен веществ. И, то, чему учит Вим Хоф, происходит разогревание. Разогревание, то есть те люди, которые не знали, как себя вести в холоде, мерзли, плохо себя чувствовали, быстро нагреваются во время такой методики. Несколько раз, несколько циклов, и ты согреваешься изнутри, потому что огонь, кислород сжигает все в тканях, клетки начинают работать более интенсивно, обмен веществ ускоряется на какое-то время, и в организме появляется бодрость и активизируется иммунитет. Иммунитет активизируется в ответ на закисление в конце как раз, вот когда мы зажимаем мышцы, вот тогда иммунитет тоже вместе с адреналином и кортизолом максимально начинает активизироваться, искать в чем дело, кого надо убить. И тут ты даешь ему сверху кислород. А это для него как турбонаддув. И иммунитет работает на очищение твоего организма. Итак, демонстрация. 30 вдохов. Часть 1. Пауза. Без воздуха после 30-го выдоха. До выдыхания с зажиманием мышц снизу вверх. Расслабляемся в конце. Контрольный вдох. Пауза 20-40 секунд. И спокойно выдыхаем, останавливаемся. Вот это все части. Демонстрируем, как я и обещал. Я дышу в среднем ритме, потому вы можете вместе со мной повторять. 30-й выдох покажу рукой. До выдыхания буду показывать тоже рукой. Если кто-то будет дышать вместе в моем ритме.
Итак, в прямом эфире для вас, вместе с вами, я демонстрировал сегодня один цикл простейшей методики, которая по автору называется методика Вима Хофа. О нем в комментариях, в одном из первых комментариев я размещу ссылки на все его оригинальные методики. Повторюсь, в этой методике есть 30 форсированных вдохов. Их надо сначала отрепетировать, хотя бы первый. Нижняя часть вдоха, средняя, верхняя. Все пересмотрите еще раз. Как делать паузу, что делать в конце паузы, на чем вы сфокусируетесь в паузе, обязательно приготовьте, на чем вы будете фокусироваться. Свои впечатления напишите в комментарии обязательно, я вас об этом прошу, потому что это будет нам помогать видеть обратную связь и отвечать на ваши вопросы. Если есть они вопросы, напишите обязательно. Не забудьте подписаться на наши каналы, и на мой личный, и если вы смотрите в YouTube, на YouTube. Эта методика позволяет управлять стрессом, активизировать иммунитет, разрабатывать, активизировать, тренировать периферические отделы в легких. И эта методика позволяет настраивать хорошо работу мозга для перспективы, для целого дня, для недели и вообще для своей жизни, чтобы мыслить позитивно и не говорить глупости. Если вам очень понравилось, ставьте лайк и делитесь этим видео в своих сетях, в своих группах, где вы находитесь. Пишите обязательно ваши вопросы и какие-то, может быть, пояснения, комментарии. Я буду на все на них отвечать абсолютно. С вами был я, доктор Александр Малко. Пока.